Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на вопросы о жизни после смерти, мини-влоги о моей жизни и даже приятное и позитивное общение в чате вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него в описании видео и на экране. Ранее, в других видео, мы уже ознакомились с примерами нескольких великих людей, глубоко исследовавших жизнь после смерти и устройство того света, доказавших их существование и поделившихся этой важной, освобождающей от горя, страхов и тревог информацией с миром. Сегодня мы поговорим о еще одном таком, без преувеличения, гениальном человеке, который добился на этом поприще невероятных результатов. Человеке, благодаря которому миллионы людей были спасены из мрака горя и скорби и смогли продолжить нормальную деятельную жизнь, вместо того, чтобы зарыть ее в землю и обнулить все ее перспективы. Я расскажу вам его удивительную историю, и вместе мы разберемся в том, что же он узнал о жизни после смерти и устройстве того света. Всемирно известный шведский ученый и изобретатель Эммануил Сведенборг уже к 50 годам был на вершине своей научной и политической карьеры. Он занимался космологией, механикой, математикой, анатомией, физиологией, политикой, экономикой, металлургией, геологией, горным делом и химией. Оставил после себя множество трудов по обработке металлов. Считается родоначальником таких дисциплин, как минералогия и физиология мозга. К нему за консультациями приезжал отец русской истории Татищев. Созданная Петром I Российская академия наук приняла Сведенборга в свои почетные члены. Сведенборг является создателем первого в мире учебника по металлургии «Де Ферро». Его открытия в горно-рудном деле настолько велики и масштабны, что если бы он жил в наши дни, то по своей значимости в этой сфере был бы кем-то вроде Эйнштейна, ну или как минимум Сахарова. Сведенборг предвосхитил многие идеи, возникшие и развитые гораздо позже времен, когда он жил. Например, небулярную гипотезу Канта-Лапласа. Кроме того, как и Леонардо да Винчи, Сведенборг разрабатывал чертежи летательных аппаратов. Он знал, что в то время это не могло иметь практического применения, но расценивал свою работу как исходную точку для создания того, что сегодня мы называем самолетами. Без Сведенборга и братья Райт никогда бы не пришли к своим революционным прорывам, которые в итоге подняли человечество в небо. Также Сведенборг разрабатывал чертежи аппаратов, способных плавать под водой, ныне известных как подводные лодки. Сведенборг стал военным инженером короля Карла XII, и тот ценил его крайне высоко. Для короля Сведенборг изобрел машину для перемещения кораблей по суше, которую Карл XII использовал в своих легендарных войнах, о которых мы можем прочесть у гениального Вольтера. При помощи этой машины корабли перевозились на расстояние 20 миль и более, что позволяло Карлу XII получать грандиозное преимущество в боевых действиях. Многие церковные деятели и властьдержащие остались недовольны, когда Эммануил Сведенборг, этот без преувеличения великий и авторитетный человек, начал практически исследовать потусторонний мир и общаться с усопшими, убедился в продолжении жизни после смерти биологического тела и решил громогласно делиться с общественностью своими выводами о духовных областях мироздания и их устройстве.
Так, Сведенборг первым на настолько высоком уровне заявил, что никаких наказаний за грехи в виде вечности мучений в аду после смерти не существует, и только сам человек определяет свое существование и меру его благополучия в любых мирах, как при жизни на земле, так и после смерти, за что и был обвинен церковью в ереси и до конца своих дней ходил в еретиках и отступниках. Напомню, что в те времена за расхождение во взглядах с церковью, тем более настолько серьезные, можно было легко сгореть на костре или как минимум получить анафему, как это и случалось с другими исследователями духовных областей Вселенной, которых называли ведьмами и колдунами и к вящей радости кровожадных толп отправляли на костер. Духовный мир Сведенборг посещал во снах и во время выходов его духа из тела, или так называемых внетелесных опытов, сокращенно ВТО. До открытий и классификации ВТО другим великим человеком, американским инженером Робертом Монро, оставалось еще более 200 лет, а Сведенборг уже вовсю путешествовал по потустороннему миру и изучал его устройство. Разумеется, рассказы Сведенборга вызывали огромное недоверие. Но оно очень быстро рассеялось, когда Сведенборг подтвердил свои экстрасенсорные и духовические способности на деле. Широко известен исторический эпизод с великим пожаром в Стокгольме 1759 года, который Сведенборг увидел ясновидческим зрением, находясь за много миль от столицы Швеции, в Гетеборге. За ужином он рассказал своим друзьям, что в Стокгольме бушует невероятный пожар. На следующий день, когда информация об этом дошла до Гетеборга, все подтвердилось. Интернета, телевидения и радио, которые могли бы столь быстро оповестить Сведенборга о происходящих событиях, как и любой другой моментальной связи, в те времена не существовало, а почтовые голуби попросту не успели бы долететь. Не менее известен и другой исторический эпизод, доказывающий способности Сведенборга на самом высоком уровне. Шведская королева Луиза Ульрика, наслышанная о его связях с потусторонним миром, пригласила ученого к себе и попросила выйти на контакт с ее умершим братом, принцем Вильгельмом, чтобы узнать, как у него дела. А в качестве доказательств потребовала сообщить ей содержание их с братом последнего разговора при жизни последнего. Через несколько дней Сведенборг снова посетил королеву и сообщил ей требуемые сведения. Королева была потрясена, поскольку все сообщенное Сведенборгом оказалось правдой до последнего слова. Никто, кроме королевы и ее брата, не знал и не мог знать о содержании их последнего разговора. Результаты экспериментальных и практических исследований Эммануила Сведенборга стройно ложатся в общий массив данных о потустороннем мире и жизни после жизни, в целом совпадая с ним по большинству пунктов. Ангелы по Сведенборгу – это не какие-то избранные Богом суперсущества, наделенные особенными полномочиями, а обычные люди, отжившие физический отрезок своего существования на земле и перешедшие в духовный мир. Их внутренний духовный мир к моменту перехода был исполнен добра, любви и света, поэтому и проживают они после смерти в прекрасных и цветущих областях, сами представляя из себя прекрасных и цветущих созданий. Демоны – это не фантастические твари-прислужники их рогатого предводителя сатаны, а такие же обычные люди, но за время земной жизни не развившие в себе добра, света и любви, а следовательно выбравшие местом своего обитания разнообразные ады, наполненные похожими на них злобными, жестокими и невежественными духами. При этом как адов, так и раев огромное множество, в зависимости от уровня развития населяющих их духов. Как и многие другие исследователи устройства потустороннего мира, Сведенборг увидел, что духи на том свете могут жить, как им заблагорассудится, поодиночке, семьями
или целыми родственными группами в небольших уютных деревушках, больших селениях или городах. Ассортимент занятий, работы и отдыха, доступный развоплощенным духам, Сведенборг также описывал как до бесконечного разнообразный, увлекательный и интересный. Еще очень много всего прославленный ученый увидел в духовном мире и поделился этим с человечеством. Я не буду пересказывать всю эту информацию дословно, а лучше переадресую вас к его великолепным книгам. Ведь всем известно, что самое лучшее и качественное знание – это знание, добытое лично. Продолжим разговор о наиболее важном. Сведенборг первым просто и понятно сформулировал понятие соответствия духовного физическому и принципа размещения духов в посмертной жизни, выведя основной, базовый и фундаментальный закон Вселенной – закон соответствий. В двух словах описывается этот закон так. Все в жизни – это соответствие внутреннего внешнему. Внутренний, духовный мир человека формирует реальность вокруг него посредством этих соответствий. Если внутренняя реальность прекрасна, то соответствующая ей реальность немедленно возникает и вокруг. Если же внутри ты протух и сгнил, развил любовь только к себе и к материальному, то жить тебе в аду, но виновных в этом кроме тебя нет. И происходят эти соответствия постоянно, на всех отрезках нашего существования, как в физической жизни, так и после смерти и перехода в духовный мир. Как и другие исследователи посмертной реальности, Сведенборг был уверен, что любовь является самой важной энергией и самым важным строительным материалом Вселенной, которые определяют в ней все. Любящие друг друга люди никогда не теряют своих половинок из виду, а будучи разделенными физической смертью, обязательно воссоединяются позже в мире духовном. При этом, если их духовные уровни не совпадают, вследствие чего они оказываются на разных уровнях посмертного мира, они имеют возможность продолжить свое развитие и воссоединиться чуть позже, достигнув соответствующего синхронного уровня. Но так или иначе, рано или поздно все искренние и взаимно любящие друг друга духи соединяются и продолжают свою жизнь в соответствующем их внутреннему состоянию мире. Сегодня эти принципы нашего вечного существования, выведенные Сведенборгом без малого 300 лет назад, наглядны и очевидны для всех, кто хоть мало-мальски умеет наблюдать за происходящими вокруг событиями и находить в них закономерности, открывая таким образом более объемную картину мира. Нужно сказать, что некоторые противоречия по отношению с общим массивом данных у Сведенборга все же имеются. Но имеются они лишь в том, что его интерпретации увиденного за гранью содержат ярко выраженный религиозный оттенок. Однако сегодня, зная, что укоренившиеся в сознании установки и паттерны, а также время, в котором проживает человек, накладывают отпечаток на восприятие любой поступающей извне информации, это вовсе не является чем-то удивительным. Сведенборг был крайне религиозным человеком, богословом и теологом. Если же абстрагироваться от его религиозных интерпретаций и воспринимать информацию беспристрастно, то она откроет полное совпадение с тем массивом сведений и знаний о потустороннем мире и жизни после жизни, сформированном как до Сведенборга, так и после него. Теперь пара слов о так называемой критике Сведенборга. Любые излюбленные скептиками топорные и ничем не подтверждаемые инсинуации о сумасшествии Сведенборга, впавшем в маразм и таким образом открывшем духовный мир и общавшемся с мертвыми, наглядно опровергаются его трудами, которые он продолжал вплоть до своего ухода из земной жизни и оставил после себя в многочисленных сочинениях. Стоит открыть любую его книгу, и с первых страниц сразу становится очевидно.
Перед нами абсолютно здоровый психический человек, сохраняющий трезвость рассудка и научный подход к чему бы то ни было, изучаемому им. Наряду с другими исследователями потустороннего мира опроверг Сведенборг и множественные страшилки церкви о невероятном вреде для здоровья и долголетия, якобы обязательно порождаемые изучением потустороннего мира и связью с мертвыми, поставив красивую и жирную точку в их многолетнем споре о духовном мире и действующих там законах. Сделал он это тем, что прожил замечательную, деятельную и наполненную трудом жизнь, уйдя из этого мира только в 84 года. Обращу ваше внимание, что для тех времен, в которые он жил, это является невероятным долголетием. Но даже и ознакомление с трудами Сведенборга или его биографиями вовсе не обязательно, чтобы убедиться в его здоровье, честности, достоинстве, силе личности и трезвом уме. Достаточно взглянуть на любой его портрет, и добрые, бездонные глаза шведского изобретателя, которые, как известно, являются зеркалом души, сами расскажут всю правду о том, кем был этот великий человек и насколько близки к истине и важны знания об устройстве мироздания, оставленные им для потомков. Завершить же данную лекцию я хочу словами самого Эммануила Сведенборга, отражающими цель и смысл нашей земной жизни, смерти, жизни после смерти и всей нашей вечной жизни в целом. Цель на небесах для всех одна, и все единодушно стремятся к этой цели. Эта цель есть общее благо. Когда это благо царствует, то в нем есть доля и для каждого, а от блага каждого происходит и общее благо. Так делается, потому что Господь обращает к себе всех живущих на небесах и тем самым образует с ними одно целое. Что единодушие и согласие нескольких личностей, в особенности от такого источника и в такой связи, производят совершенство, может быть усмотрено всяким, хоть несколько светлым рассудком. На сегодня это все, дорогие друзья. В следующий раз я развею непонимание многих людей, которые постоянно спрашивают, зачем же душам воплощаться в плотном мире и проходить разные испытания, страдать и мучиться, если все можно изучить и на том свете. Увидимся на следующей лекции. Не забудьте про наш Телеграм. Там интересные публикации и приятное общение продолжаются постоянно, в течение всего дня и без выходных. Всего вам самого лучшего, прекрасного и замечательного.